Привет, друзья, Миран на связи. 15 выпусков МММ ревью позади, и только однажды, в самый первый раз, до нас добрался диск зарубежной группы. Это были Rave the Requiem. Ну, были еще Desert, но они таки наши ребята. Ну а сегодня мы прервем череду отечественных коллективов и поговорим о заморских музыкантах с весьма близкой для нас тематикой. Это испанские пагани-металлисты Хордак. Хордак объясняет свой стиль как Celtiberian Pagan Metal. Их творчество охватывает культуру кельтов и испанских иберов. Ну, то есть для испанцев они, как для нас, Темнозорь или какая-то там группа на букву А. Коллектив Хордак с 2003 года штурмует испанскую метал-сцену, но знание о нем так солидно начало распространяться по миру относительно недавно. И толчком к этому послужил их 4-й альбом под названием «Падре». Что ж, это не тот раз, когда можно сказать привычную фразу «с новым альбомом группа выросла в плане звучания, бла-бла-бла». И не потому, что группа внезапно решила записать экспериментально сырой альбом, просто складывается впечатление, что звук Хордак не зависит от их технического оснащения или от финансового положения. Как будто музыканты стараются, чтобы сведения и композиции находились в гармонии друг с другом. Материал у группы живой, в меру агрессивный и, откровенно говоря, без каких-либо вкраплений современных музыкальных веяний. И сведения соответствуют. Никакой вылизанности восьмых струн, сэмплов. Все инструменты, и флейты, и даже ксилофон записаны живьем в лучших традициях пагань-металла. В основе музыки Хордак лежит блэк, и они, вопреки современным тенденциям, не уходят в сторону какого-нибудь МДМа, а продолжают месить блэк, добавляя в него фолковые мелодии и красивые акустические инструменталы. Все объявляющие верность традициям — это, конечно, хорошо, но иногда она выливается в не то чтобы косяки, но, скажем так, нюансы. На альбоме Падре все 10 треков написаны с группированием нот по 3 штуки, то есть это либо триоли, либо трехчетвертные размеры. Подобное деление длительности было распространено в народной музыке потомков кельтов, но 10 песен подряд оно лично мне как-то надоедает. Не то чтобы сильно, и едва ли это портит общее впечатление от релиза, но первые пару прогонов этого диска я прям зацикливался на этом наблюдении. Но вот к чему у меня нет никаких претензий, так это к оформлению CD. Оно выше всяких похвал. Эксклюзивным издателем диска являются наши старые знакомые Casus Belli Music, и они не только выпустили диджипак превосходного качества, так еще и снабдили его ништяками в виде дополнительного буклета с переводами текстов на русский. Как видно, не зря даже зарубежные группы обращаются к услугам наших лейблов. Как вы помните по новогоднему выпуску, вырос я на таких вещах, как Фолкенбах, Темнозорь, Хенонт. И, возможно, я чересчур субъективно смотрю на Хордак, потому как они греют мое чувство ностальгии. Но, тем не менее, в эпичности и живости этих испанцев чувствуется не штамповка, а настроение, если можно так сказать, боевой дух, который они, видимо, и хотели до нас донести. И, на мой взгляд, им это удалось. Ну а теперь дело за вами. Послушайте Падре и напишите в комментариях свое мнение по поводу этого релиза.
Что ж, хочется поблагодарить лейбл Casus Belli Music за подгон отличного релиза. Любителям Фолкенбах и Вольфчант можно смело заказывать в магазине по ссылке, не прогадайте. Ну а для любителей побрутальнее, помесистее и поблазбитнее могу порекомендовать московскую группу Tasted Fury. Ребята уже успели завоевать довольно большую аудиторию и в России, и за рубежом, и скоро продолжат свою экспансию в очередном туре. Если вы видите название своего города в этом списке, то советую вам посетить их концерт. Tasted Fury грели Каракангр на их концерте в Москве, так что я знаю, о чем говорю. Ребята очень достойно месяц. Ну а теперь ставьте лайк, если вам было интересно, размещайте это видео на своих страничках в социальных сетях и подписывайтесь на канал Metal Music Madness, чтобы не пропускать новые видео. А если хотите купить такую же футболку, пишите прямо мне в личку ВКонтакте. С вами был Миран. До связи.